За последние 2 года я перестала уважать 95% всех людей, которых знаю лично, почти до такой степени, что они мне кажутся не более чем клоунами, исключительно из-за их реакции на текущую ситуацию. И это люди, которых я ранее ценила. Непослушание – это истинное основание свободы. Послушные должны быть рабами. Генри Дэвид Торо. 95% оказались рабами. Эти послушные современные люди раньше были бы рабами. Они позволяют делать с собой и со своими детьми все что угодно. 80 миллионов россиян вкололи себе синтетические канцерогены, произведенные организациями, не несущими никакой ответственности за последствия, ради теории, которая основана на псевдонаучных предположениях. Видение Третьей мировой войны, ядерной катастрофы, климатической катастрофы, вируса-убийцы. Все это имеет лишь одну задачу – усилить страх до такой степени, что любые политические альтернативы становятся невозможными. Как ударит по миру дефицит зерна из-за войны в Украине, может привести к нехватке продовольствия, а в беднейших странах даже к голоду. Вспомним новости 2021-го. В мире резко возросло число голодающих. Это было из-за локдаунов. То есть повестка дня, как вирусная, так и военная, это голодомор. Это коммунизм, марксизм, большевизм. Готовится очередной голодомор. Заморить население голодом – это их старейший трюк. Глобальная рецессия, вызванная специально организованными войнами, следующий шаг плана. А любого, кто до сих пор говорит о коронафашизме, вакцинном фашизме, больше нельзя воспринимать всерьез. Большевики и олигархи-банкиры просто угорают над употреблением этих словосочетаний. Богатые поддерживают Красный фронт, потому что коммунизм, большевизм – это лучшая рабовладельческая система для их целей. Но перед этим большую часть уберут. Georgia Guidestones только 500 миллионов останется в кроваво-красном тотальном надзоре НМП, нового мирового порядка. Идет радикальная реструктуризация, личная свобода теряет свое значение, и ее заменили на привилегии за хорошее поведение. А можно мне лететь на этом самолете, сходить на это спортивное мероприятие или в этот ресторан? А можно мне продолжать работать? Смогу ли я улететь в мою командировку? Реализуется это через троянского коня в дигитальное рабство, через инъекционный сертификат. На Украине уже введено приложение DIA. По сути, это система социального рейтинга для оценки граждан по различным параметрам. В этом приложении и сертификаты по уколам, и доходы человека, и его кредитная история. А вы думаете, почему они получают деньги и танки? Разумеется, что социальный кредитный рейтинг является условием всех подачек. А то, что США хочет отправить на Украину 40 миллиардов долларов, это 1/3 ВВП Украины. Просто означает покупку этой страны. Она станет 51-м штатом США. И если вы думаете, что я преувеличиваю, пожалуйста, помните о том, что я была абсолютно точна в плане того, что произошло за последние 2 года. Все те, кто соглашается на сертификат по уколам, либо покупает его, являются опасными для нашего общества. Люди, которые соблюдают указания, подвергают нас всех опасности от правительства. Не дайте себя отвлечь. Инсценировки вирусов и военные конфликты преследуют одну единственную цель – отнять у нас свободу. Представьте себе, что команда одноногих пиратов, болеющих цингой, побеждает команду бразильских футболистов. Такой же абсурдной, мне кажется, ситуация сейчас. Нас, независимых, суверенных, свободных людей, невозможно победить. Мы отстаиваем то, во что верим, даже если это означает стоять поодиночке. Мы видим, что то, что сейчас происходит, делается намеренно. Мы не идем на компромиссы с сатанистами и не выбираем меньшее из 2 зол. Мы отвергаем зло. Вы ждете, что же я приведу за доказательства насчет того, что все на самом деле заодно? Я о нем уже говорила, и оно до сих пор остается в силе. Это договор об Антарктике. В нем состоит как Россия, так и Украина. Это единственный договор в мире, который беспрекословно соблюдается странами, о котором нет совершенно никаких споров. Если забить в гугле «Russia excluded from», Россию исключили или хотят исключить из Совета Европы. Это международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы. 46 государств. Кстати, договор об Антарктике тоже международный и тоже 46 государств. Дальше. Интерпол ввел ограничения в сотрудничестве с РФ. Интерпол – это международная организация уголовной полиции. Проголосовано за исключение из ООН.
В большой двадцатке видеть не хотят. Но договор об Антарктике никто разрывать не собирается. Об этом молчание, ведь нужно защищать пингвинов. Всех остальных животных можно есть, леса можно срубать, народы друг на друга натравливать. Но пингвинов защитим уникальным международным партнерством. Вам нельзя ехать без специального одобрения ниже 60-й широты, иначе вас сразу же остановят военные и развернут. Но раз уж сейчас так повелось, давайте Россия выйдет из этого договора. И я не предлагаю закрыть наши базы на Антарктике. Наоборот, давайте усилим российские экспедиции без всяких привязок к условиям договора, игнорируя этот договор. А то, что этого не происходит, говорит о том, что, во-первых, они все заодно, и, во-вторых, о том, что они вместе скрывают от нас, что за Антарктикой. Кстати, московский офис хотят убрать из ВОЗ, но это тоже лишь показуха, поскольку это коснулось лишь неинфекционных заболеваний. И Россия не вышла из стран-участниц ВОЗ и, соответственно, будет вовлечена в мировое пандемическое соглашение, которое сейчас прорабатывается с тем, чтобы лишить всех людей на Земле своего суверенитета. И, по сути, является задней дверью к тотальной диктатуре. Если я не права, и Россия действительно не дружит с определенными странами, ну выходите из ВОЗ. Почему мы позволяем психопатам монополизировать наше здравоохранение? У нас что, нет своей медицины? Как можно позволять передать российский суверенитет в руки глобальной организации, которая является органом ООН, выпинывающей нас из всех других сфер? Пока мы сами не выйдем из ВОЗ, и пока мы не выйдем из международного договора об Антарктике, разговаривать не о чем. Россия на поводу глобалистов, так же, как и Украина. А нам с вами остается два способа. Не ходить по указке и становиться независимыми от государства, то есть, в частности, выращивать свой огород.